Вам нужно сделать аборт. Такие слова сказали моей героине Ксении Ковальчук в 2019 году, когда она была на 4-м месяце беременности. У ребенка во время УЗИ было обнаружено множество патологий. Аномально короткие ручки и ножки, патология всех трубчатых костей. Прервать беременность нужно незамедлительно, так сказали врачи. Но Сергей и Ксения решили сохранить беременность и рожать ребенка. И родился мальчик, его назвали Максим. Его диагноз – дисплазия де ля Шапеля. Родители прошли долгий и болезненный путь гипсования ног малыша, безуспешных поисков врачей, постоянной реабилитации. Но, несмотря ни на что, они сделали невозможное. И случилось чудо. Он прекрасно разговаривает, ходит в детский сад, занимается спортом и вообще невероятно обаятельный парень. Их историю прямо сейчас смотрите в моем фильме. Если у вас нет возможности смотреть фильмы на YouTube-канале, то вы можете переходить по ссылке, которую я оставлю здесь. Переходите на мой телеграм-канал и страницу ВК. Встретимся там. Макс, что ты делаешь? Скажи, пожалуйста. Кофе? Для кого ты варишь кофе? Маме. Мама, какой мама любит кофе? Крепкий? Он не знает, стесняется. Так, давай. Так. Потом нажмешь, когда перестанет мигать. На большую. На большую. Макс, ты любишь кофе? Нет? А чай? Тоже нет? А что ты пьешь? Любишь чай? А соки пьешь? Давай уже маме кофе подавай. Выключай. Сейчас будешь молоко наливать. Слышь, я влюсь. Давай. Я тебя выключу, а ты мне молоко наливай. Вот потом кофе у Макса захватывать. Показал. Ребят, скажите, когда вы узнали о том, что у вас родится, такой необычный малыш? На каком сроке беременности вы узнали? На первом скрининге. На первом скрининге, да? Сразу же на УЗИ. Ксения, скажите, что тогда сказали врачи? Первое плановое УЗИ, как обычно, да, скрининг женщина приходит, и врач смотрела, сначала все было хорошо, потом смотрю, у нее лицо меняется. Она говорит, зовет второго врача, говорит, смотри сюда, смотри сюда. Я говорю, давайте вслух разговор, потому что здесь еще и беременная лежит, у которой УЗИ. Они говорят, сейчас мы посмотрим, расскажем, но говорит, картина не очень хорошая. Я говорю, рассказывайте. Она говорит, у вас аномальное укорочение всех трубчатых костей, то есть всех конечностей. Мы хотим вас отправить на прерывание беременности сразу в ЦПСИР. Я говорю, Сразу прям сразу, даже я еще на УЗИ прям. Я говорю, давайте решать буду я с мужем, а не вы. И там уже будет видно. Она говорит, конечно, дело ваше, но, говорит, таких детей не оставляют. Хорошо, мы поехали. После этого, я мужу написала. Муж, конечно, говорит, еще 5 УЗИ сделаем. Вряд ли они правы. Да. Так и было? Что-то там много мы УЗИ делали, да. Ну да, чтобы ни одно мнение врача. Да, и в ЦПСИРе, конечно, было неприятное УЗИ. Там врачи такие категоричные достаточно. То есть тоже созывали всех, пытались поставить диагноз. Но они нам сказали, придите на втором УЗИ, потому что здесь еще пока трудно определить. Тут же пандемия. То есть были на самом деле очень много УЗИ. Мы дошли до Стегара. Аркадий Михайлович, это очень хороший профессор именно по костным дисплазиям. Он хороший, известный в своих кругах УЗИст. К нему было тяжело попасть, особенно в пандемию, в силу его возраста. Он уже такой в преклонном возрасте. Дед, да. И вот после УЗИ у него я вышла с 2 крыльями за спиной, потому что муж сказал, все хорошо будет, рожаем 100%. Все, что он сказал? Он сказал, что, ребята, руки, ноги – это вопрос вообще решаемый. У вас все внутри хорошо, все внутренние органы здоровы, мозги есть, сердце, печень, почки, да. Говорит, жизнедеятельность будет 100%. Говорит, а руки-ноги, говорит, это аппараты Елизарова, в конце концов. Говорит, медицина не стоит на месте, все будет решаемо. У меня, говорит, лично я знаю человека с маленьким ростом, с ортогриппозом, который руководит банками, и он не хуже других, живет свою жизнь. Он говорит, здесь муж говорит, бриться сможет? Он говорит, сможет. И говорит, тогда все хорошо.
А диагноз был сразу поставлен? Или они Никто не только знал видели, диагноз. что Нет, они все укорочение? думали либо ортогриппоз, либо там, ну, в конце даже диастрофическую дисплазию нам не ставили, хотя мы визуально похожи на людей с диастрофической дисплазией. Сергей, к вам вопрос. Вы помните свои чувства? Потому что понятно, что Ксения, она была беременная, она была все равно в состоянии такого стресса. А вот о чем вы тогда думали? Были вообще сомнения или не было? Ну, по-честному рассказываю. Честно рассказывай. Я был против рождения ребенка. Против, да? Да. Было страшно? Ну, не то, что страшно, ну, как бы, как сказать. То есть понимал, что родится инвалид в любом Ну, случае? в целом, да. Понимание было, и как бы, при возможности рожать здоровых детей, Угу. как бы, зачем рожать нездоровых? Да. И Да. жена мне сказала, придешь в поликлинику, в роддом и задушишь его после родов сам. Я сказала, я рожу, ты убивай. Понимаешь, Почему ты мне предлагаешь убивать ребенка? Я не смогу. Давай я рожу, ты убивай. Ты сможешь, я нет. Вот и Ну, всё. короче, меня в роддом не пустили, Разговор был такой. потому что был коронавирус. Или потому что это был... Надеюсь, Макс не увидит эту передачу, когда вырастет. Нет, Макс, даже хорошо, тайно что он увидит, потому что это правда. Да, И да, мы да. люди, мы можем... И испытываем чувства все И разные. они разные, и жизнь идет, и мы меняем свои отношения. Мы, короче, пошли на УЗИ, там, какой-то тетки сначала. Ну, сначала мы прошли все государственные УЗИ, потом понятно, пошли по естественно. альтернативным УЗИам. Бесплатным. Да, и пошли, Ксения на работе посоветовала, там, начальница, какая-то тетка, там, кандидат наук, там, она все посмотрит. Вот, и когда Ксения ушла в туалет после УЗИ, ты этого не знаешь, кстати, до сих пор. Очень интересно. Так, давайте Буду расскажу. пересматривать передачи. Тетка мне сказала, сходите вот к этому Аркадию Михайловичу, он все объяснит, почему надо прервать беременность. Ну, она была, да, Ага. тоже. Все, Тоже. вообще То есть, все врачи, да, все УЗИсты. были она против. сказала так, типа, к нему очень сложно попасть, он принимает раз в неделю, там, за Раз в какие-то- месяц. или раз в месяц, там, за какие-то бешеные деньги. Сходите к нему, он все объяснит, короче. Вот. Ну, мы пошли к нему, я как бы уже, настроился, что он все объяснит. А что меня вразумить? Да. Да, разумеет мать. А там этот дед, значит, говорит, ну все, рожайте. Ну все. Люди. Так как бы это. Ксения, скажи, вот маме всегда сложнее, потому что когда ты уже понимаешь, что что-то не так, да, и вот эта мысль, что у твоего ребенка что-то не так, но вот насколько она не давала тебе Покоя? да. Мне эта мысль не давала Сложно. покоя до тех пор, пока муж меня не поддержал. Вот Мне так. было тяжело до того момента, пока муж мне сказал, все, рожаем, все будет хорошо. Вот тогда стало хорошо. Вот я говорю, я вышла с того УЗИ с 2 крыльями за спиной. Я не просто так это сказала. Потому что до этого было тяжело как бы Принять давление. Решение Нет, было, да. мной было принято решение 100%. И у меня не было вообще никакого сомнения. Ни секунду и никогда. А как дальше, было либо с мужем, либо без. То есть я ему сказала, ты выбираешь сам. Это твой выбор. Осознанный. У меня нет выбора. Я не могу выбирать здесь между жизнью и жизнью. Кто там свои пальцы сосет? Это кто там свои пальцы сосет, а? Молодой человек, 2 месяца уже. Эй! Светлана Фридриховна, можно вам задать один вопрос? Когда вы узнали о том, что Ксения беременна и что у ребенка есть патология, да, как вы вообще восприняли эту новость? Как вы к этому отнеслись? Что вы ей тогда сказали? Страшно было воспринимать. Но у меня тогда мама еще жива была. У меня мама верующий очень сильный человек. Но она сказала, значит, если Господь дает такого ребенка, значит, это к чему-то нужно. И Ксения, она приехала буквально прилетела на 1 день. Это было после Нового года сразу, 1 или 3 января, я не помню. Посидели, долго разговаривали, наверное, почти всю ночь, наверное, разговаривали. Ну, решили, да. За что переживали больше всего? Справимся ли, да, потому что я еще работала в Хабаровске, расстояние большое, помочь не каждый раз приедешь, спохватишься. Боялись то, что не справятся, отчаяние будет. Я здесь
Родился на Родился, 37-й да, неделе. вырезали, Да. делали экстренно кесарево сечение. Не разрешили мне рожать, несмотря на предыдущие 2 естественных родов, Да. не разрешили рожать самой, боясь, что он переломается в родовых путях. Но это не хрустальная болезнь, тоже Да. предполагали, что это тоже может быть. То есть не знали окончательно. Не всё знали, равно, не что, знали да? до рождения ребенка, не знали диагноза. Даже после рождения. Даже после рождения, да, в Морозовской на обследовании, когда делали миллион снимков, УЗИ и так далее, ну, как бы просто отправили генетику, поставили под вопросом ортогриппоз. И Как он выглядел, вот когда родился, когда тебе принесли как её первый обычный раз? ребенок, мне его не приносили. Он у Тебе нас не лежал в реанимации все эти Ага. дни, все 5 дней в роддоме нас держали. После кесарева женщина лежит 3 дня, Да. 5 дней. Ну да. Да, и меня пускали к нему только 2 раза в день. Его То есть он в забрали в реанимации Кивес. сколько пролежал? Все время. 5 дней в роддоме, Да. и потом нас отправили оттуда на скорой. Мы приехали в Морозовскую еще, по-моему, на 1,5 недели на обследование, где его посмотрели со всех сторон. Нянечка сказала, которая приехала, которая принимала, он еще был в трубках, у него был этот катетер в Они, нос. короче, боялись, что он просто помрет. Вот Да, у поэтому них вот там там- по полной этой. Она говорит, боже, я такого не видела. И ее медсестра из скорой одернула, говорит, тут мама вообще-то стоит, успокойтесь, возите себя в руки. Делать зарядку для тех, кто спал всю ночь. Моя зайка. Она в больнице его покрестила, потому что врачи говорили, что не жалеть, так мягко говоря. Ну, говорит, максимум до года проживет ребенок, и все. Поэтому она его сразу после рождения сама окрестила. А потом, когда я прилетела, и мы сходили в храм, куда вот они все время ездят, в Ясенево, там батюшка, отец Сергей, поддержал нас, слава Богу. Ну, говорит, мы говорим, только вот крестного нет. Он говорит, давайте я буду крестным. И да, он согласился, и вот он у нас крестный отец Сергей, поддерживает их. Мы каждое воскресенье они ездят в храм, причащают Макс, он молится за него, всегда спрашивает, как у него дела, переживает за него. Ну, то есть вот поддержка еще и... Слава Фридриховна, это такое большое счастье, что вы поддержали дочь, потому что ей тогда было, я так понимаю, Ксении было очень сложно Очень принять сложно, решение, да. да? Потому что давили сильно, Ой, врачи да, давили, да? Да. И сомнения, сами тоже, что... как у нас принято, да, Если патология, Да, да, да. то есть если какой-то такой страшный диагноз, сделайте аборт, да? Да. А сейчас вот радует, просто радует. От него даже вот иногда смотришь на него, малышка, вот, посмотрите, сколько у него силы воли, какой характер. Думаешь, а ты чего раз это распластался тут? Ну-ка, сгребайся и давай. Поэтому, конечно, он для нас морально так это держит нас. Мамин голубушкин, бубочка, ай, вкусненький. Поцелую. Ты тоже маму поцелуй? Ты мой сладкий. Подгузник как наденем, как наденем, как наденем. Ага. Бубочка, голубушкин, маме. Ты такой прекрасный ребенок у мамы. Кто маме написал в полотенцика? Кто маме написал в полотенцика? Кто маме написал в полотенцика? Какой у него вес был, когда он родился? Обычный. 42 сантиметра, он родился 3,500. Нормально, абсолютно. Крепкий мальчик. Когда поставили диагноз, Ксения, скажи? Мы обратились сначала в институт Турнеров в Санкт-Петербурге, к Кенису Владимиру Марковичу. Он нас отправил сразу в генетику. Точнее, генетик сразу сама с нами связалась и пригласила Маркова Татьяну Владимировну к себе на прием. Мы сдали там, очень тяжело брать у Макса кровь. Из головы. Из головы Ой, пришлось это брать, потому что нетипичные руки, из рук, из ног не получалось. И вот брали из головы, там целый час плача был. И взяли у нас сразу. Нашу кровь заморозили, сказали, если у ребенка будет редкий диагноз, нашу кровь тоже проверят, не являемся ли мы носителями этого гена. Да. Где-то через месяц был результат, поставили диагноз дисплазия де ля Шапеля, и наша кровь подтвердила, что мы оба носители поломанного гена, то есть средний сын, ему повезло, да, он здоровый абсолютно родился, а младший взял 2 эти половинки гена, и такая вот у нас получилась картина. А расскажи мне про свою семью, Миш. Вот чем ваша семья отличается от других, как ты считаешь? Вот чем она не похожа на других? Потому что у нас есть особенный ребенок. И поэтому, да, это здорово, это хорошо или это плохо? Хорошо. Максим,
Максим. Максим. Давай. Ксения, скажи, как он начал ходить? Слушайте, то, что мы имеем сегодня, и то, что было еще, допустим, года 2,5-3 назад, Макс начал... Вообще он поздно вертикализировался, сел самостоятельно, да, без поддержки, ну, достаточно поздно, где-то ближе к году, наверное, может, и позже. А первая его ходьба была... Ну, передвижение в пространстве, он использовал голову, то есть он упирался головой и подтягивал туловище. То есть... И то, что сейчас он делает, да, как он свободно перемещается в пространстве, он адаптировал под себя, да, мы не могли даже представить, что будет так. Подождите, как он головой? То есть он отталкивался головой? Да, то есть он лежал на спине, он еще не умел сидеть сам, но чтобы ему достать до игрушки, допустим, он как бы голову туда перемещал и за ней туловище подтягивал. Вот так голову и туловище. То есть у него было такое очень своеобразное движение, тяжело повторить. Ну, то есть нормотипичный ребенок так и сделает. Да. Покажи, я уже забил. Ты уже забыл, конечно. Ну, ты ляжь на пол головой сначала, а потом туловище потяни. Попробуй. Давай уберем игрушки. Да. Лежа на спине. На спину ложись, да. Так. Сначала голову подвинь, а потом туловище. А как? Ты сначала вот так вот голову двигал, а потом за ней туловище подтягивал. Вот так вот голову, а потом туловище. Да, я найду видео. У нас... Есть. Вот, так, он да? помнит эти движения еще. Вот так вот он двигался первое время. То есть, когда он еще не сидел сам, без поддержки. И когда он встал, то есть это просто произошло в один день, да? Нет, ну, то есть это учили, постепенно. да? Ну, как бы, не то чтобы учили, он как-то, не знаю, все сам делает. Мы только помогаем, поддерживаем. Чтобы первое время он не мог сам вставать из положения лежа в положение сидя. Мы ему помогали, давали руку, помогали. А потом как-то он сам уже руку подставляет и поднимается. Он уже танцевал там. Расскажите, где спит Максим? На моей кровати. Это твоя кроватка? Да. А ты сам в нее забираешься? Да, Покажешь? конечно. Мишенька, дай. Иди сюда, сейчас Макс покажет, как он забирает в кровать. Миша, Ты хочешь со стула залезть, Макс? Что за новшество? Давай как обычно. давай как обычно, Макс. Ты тут придумываешь. Во-первых, расправь постельку. Давай. А эту постель вы специально На заказ сделали. На заказ сделали для него, да? Да. То есть мы рисовали с мебельщиком. Давай я тебе подстилочку. Мы обычно подстилаем, но тот случай, если он упадет, чтобы он упал на мягкое. Макс, сдвинься, я под этот. Еще сдвигайся. Ага. И она повыше делает. То есть мы делали на вырост по высоте, чтобы ему было комфортно. Но длину хочется уже увеличить. Мы уже поспали на ней, и мне кажется, было бы здоровее. Залазь. Не торопись, все спокойно, сынок. Да? Как вечером. Вот. У этого же мастера мы делали ему стол со стулом первым. Давай, молодец. Молодец. Всё, на подушку укрывайся. Молодец. Что на грязной? Молодец. И лег спать, да? А что это за диагноз для тех, кто не знает, Сень? Ты можешь рассказать, что это за диагноз? Чем он характеризуется? Есть, короче, группа заболеваний, которые называются остеогенез разных типов. Вот в том числе вот есть там хрустальные люди, так называемые. Вот у них там тип 3, по-моему. Там. Есть там, которые умирают там сразу, как пуповину перережут, там какой-то тип. Да? И вот у Макса у него второй тип. Вот. Второй тип, либо дисплазия Дале-Шапеля. Это повреждение гена, которое отвечает за формирование хрящевой ткани в организме. Вот. То есть у него помимо вот этих костных изменений, то, что у него укорочены трубчатые кости, у него еще проблема с хрящевой тканью. То есть у него все суставы, они повреждены в организме. И на коленях, и в ступнях, и вот в запястьях, в локтях, и тазобедренные суставы тоже. Вот. Поэтому никакие ортопеды вменяемые убрать не хотят, потому что большой риск при операции получить некроз какого-то сустава. То есть, боятся, да. Да, я даже вот, мы там разговаривали с врачами там, уровня там, доктор наук, там, там, президент там, федерации там, каких-то там этих, которые суставы лечат. Да, вот они говорят, что в таких случаях мы берем на операцию, если один сустав поврежден, потому что вероятность некроза 50%. А 2 сустава, это практически 100% вероятность некроза одного из 2 оперированных суставов. Вот, и держитесь вообще от врачей подальше, так сказал. Да, пока что. Ага, то есть не делать никаких этих операций. Не вмешиваться в процесс, он чувствует себя хорошо. Лет 15. Видишь, какой ты славный. А вот Миха.
Бесштанная команда. Ой, что ты язык показываешь? Эй, пупок, это кнопка вызова. Джин-джин, джин-джин. Максу, опять же, повезло при большом количестве поражений суставов. У него нет других симптомов, которые вот у этой болячки они возникают. Вот, то есть у него нет расщелины неба, например. Да? У него нормальная грудная клетка. Ну, то есть она развилась у него. Потому что если бы она не развилась, он бы тогда, там, ну, сколько бы там прожил на аппарате ИВЛ, и все, там, и помер. Вот. А тут он... И как бы почему его в реанимацию положили? Потому что там врачи там, наверное, посмотрели там те 2 статьи, которые есть в интернете, посмотрели, что там неразвитая грудная клетка, там расщелина неба, там не можешь сам дышать. Все, вот тебе там реанимация. Хорошо, что ему хоть ИВЛ не поставили, там еще ему просто сделали... У него маска была кислородная. Конюлю кислородную, да, поставили. Он дышал, он первый даже год, наверное, там вот как фильм. С хрипами. Ксения, расскажи, где Макс спит? Где он живет? Что это за кресло? Вот это красивое королевское кресло тут стоит. Для кого это? Для Максима? Максим? Да, на самом деле Для мы... тебя? Да? Да. Ну-ка покажи, давай, как ты в это кресло садишься, давай. Так. Оп. Оп, оп, оп. Молодец, давай, залазь. Что, кресло просто чудо. Так. У Макса сильные руки, да? У него прям такие сильные. Мне кажется, он такой очень крепкий. Так. Все, сел. А что у тебя в кресле? Что это такое? Ну-ка покажи, что это такое. Что это такое? Камни? А кто их разрисовывал? Ты сам разрисовывал? Макс, сейчас правду говоришь? Покажи, что там нарисовано. Ну-ка. Посмотрите, посмотрите, какие изделия делает Максим. Сам все это. Это Миша делал, да? А это ты делал, правда? Сам все это кисточкой красил? Специальными фломастерами. Вот, ребят, специальными фломастерами. Макс, так, что? Ну-ка еще покажи. Это кто там? Котенок? Ух ты! Смотрите, какой котенок. Так, кто там у тебя еще есть? Это кто такой? Это какой-то непонятный пингвин. Акуленок? А что здесь написано, Макс? Улыбайся написано. Ты умеешь улыбаться, Макс? Так, давай, что там у тебя еще есть? Давай я тебе помогу. Улыбайся всегда. А что это за камушки? Сейчас мы маму спросим. Ксения, расскажите, что это за камушки, увлечения? Да, Я не знаю. это очередное увлечение. Мы вместе с Максом их расписываем. Мелкие детали, конечно, я помогаю, но в целом он красит вот полосочки. Я могу написать надпись сверху. И у Макса есть целый бизнес-план. Да, уже? Он хочет эти камушки продавать и копить деньги. Не знаю пока на что, то у него игрушки, разные цели всегда. То есть... Я буду иду покупать. Это правда, что таких людей, детей с такими диагнозами, ну, их просто сейчас нет? Я думаю, что они есть, просто диагноз не ставят. Потому что когда мы отправляли кровь в Германию на анализ, там другой диагноз поставили. Нет, это тот же диагноз, хотя с генетикой нет, объясняла. диагноз другой был. Вот если взять расшифровку анализа, ну вот эту, там, где написаны показатели по всякие. буквам и цифрам Там все один в один получилось у них, да? Вот, а само название у них другое диагноз. То есть более простой. Перевод. Ну, не перевод. У них просто была дисплазия. Скелетная дисплазия, да, какая-то скелетная дистрофическая дисплазия, да, обычно. То есть таких как бы диагнозов их больше намного. Ну вот я когда читала про этот диагноз, там написано, что не доживают, дети не доживают до года, до 3 лет. Ну вот в том-то и дело, да, что... Не доживают. Если у них вот повреждена грудная клетка, если там если вот есть расщелины всякие, еще да. другие какие-то там мутации произошли, то, конечно, им как они могут дожить. Максу просто повезло, что у него ограничилось все конечностями, и все, по сути. Как он выглядел? Вот когда домой привезли, уже все дома. Очень маленький. Маленький, да? Ну, 42 сантиметра. Кроха. Ну, а так он реагировал? То есть, ну, у него нет проблем ментальных, да, то есть он прекрасно... Обычный ребенок да, просто, да, абсолютно. маленький. И не может там некоторые вещи сам делать. Так, и наверняка в тот момент вы все равно продумывали план действий. Ну, то есть, конечно, когда, да. по всем врачам. Вот, естественно, сначала мы начали его по всем врачам таскать. То Куда только можно. И там, и в Где Питер, только услышали, где и в только Курган, увидели. и в ЦИТО, и там вот в Везде это, в Святого Владимира. Там, А что вы хотели узнать?
Ну, Что как вы что... хотите? А что делать? Как жить? помочь? Вообще мне изначально казалось, что любой ортопед может ему там распрямить ноги и там, Ну в да. поликлинике сделать Да. гипс там, и будут или, прямые ходить, да. или протезы. Ну, не протезы, а там есть. Распрямление. Подрезают сухожилия, ну, чтобы развернуть Выпрямить ногу, стопу. и фиксируют гипсом. Вот. Ага. И за несколько таких как бы операций Это называется методика стопа Ланцетти. выпрямляется, да. Вот. По ней И многие мне ортопеды лечат. изначально мне казалось, ну, еще когда даже приняли решение рожать, что там любой ортопед в поликлинике там, ну, как бы, Поможет. да, сделают эту распространенную операцию, которую там делают в любой клинике, там, платно, бесплатно. Вот, и все будет хорошо. Ну, как бы мы пробовали вот у нас в Москве делать гипсование, ну, не по такой методике, по другой, там, тоже там, Да. дядька, Чтобы распрямить ножки. зав кафедрой там, у Святого Владимира, Да. ортопедии и травматологии, вот он занимался, как бы, ну, у Макса это как бы не прокатило. Все вернулось. Ну, она чуть-чуть прокатывало, распрямилась, а да? потом... Как это все нет? Вот стопа. расскажите про гипсование. Привозишь ребенка в больницу, делаешь рентген, ну, на первых этапах Да. лечения, и начинаются этапы гипсования. Первые несколько месяцев, каждые 2 недели ты приезжаешь, тебе тут же снимают гипс и тут же накладывают новый. Конечно, ногу ему выворачивать, там нужно Да, позицию, выпрямляя, чуть-чуть, как по бы чуть-чуть силой, да, выпрямляя и стопу. гипсует. Мы хотели выпрямить хотя бы стопы, начать со стопы, там дальше на колени, перейти на бедра, но поняли, что не будет результата. Эффекта не было. Во-первых, Нет, эффекта- когда вы во-первых, поняли? нет эффекта, потом пришло сознание, что если у него проблемы с коленями и с бедрами, смысл делать стопы, его мучить, если он все равно На не будет прямых ходить. стопах с не разгибающимися коленями ты тоже не Тоже, уйдешь. да. Потом ты за Смысл бедрами. ему, тоже. Да, а потом и также тазобедренный. Мучить его нет Вот, смысла. то есть мы гипсовали ему 9 месяцев ноги. 9 месяцев мы ездили в эту больницу. Да, и последние гипсования уже были очень болезненные. Это Макс сколько уже ему было на тот момент? 11 месяцев. Ну, до года. С 2 до 11 месяцев. И последние гипсования были уже настолько болезненные, что там было просто уже сосуды лопались у ребенка на лице от того, что как он плакал. Мы как бы хотели. И остановились на том, что можно сейчас сделать операцию по подрезанию сухожилия, но что нас Пока остановило? он растет, Да. нет Во-первых, смысла то, всё что это делать. все вернется 100%. И во-вторых, ребенок может не выйти из наркоза. То есть мы не знаем, какой будет результат, каков итог. Нас это остановило. Мы не смогли сделать КТ, всего того, что он не лежит, наркоз ему тоже нельзя. Но сейчас мы немножко подросли, и у нас есть надежда, что мы через полгода сделаем КТ, там договоримся как-то или еще. Там буквально несколько секунд надо, Минут. хотя бы минут. 3 минуты. От бедра до пяток просветить и посмотреть, что мы можем сделать. Максим, можно мне тебе помочь? Нет, Нет? сам. Всё поняла. Залез? Давай двигаться потихоньку. Ногами помогать? Так. Свет. Тут все. Тут у нас все серьезно. А вот я учил буквы. Учил Что там у буквы. тебя? Учил буквы. Уже буквы? Какие ты буквы знаешь, Максим? Вот какие. Букву Сами знаешь уже? Да? А еще какая следующая буковка после А? Секрет. О, О. Так, а еще какую букву знаешь? как это красиво. И. А это ты сам написал эти буквы? Он прописывал по точкам. По точкам? Да, молодец. А покажи, как ты по точкам рисуешь. Покажешь? Давай какую-нибудь букву мы с тобой найдем, и ты пропишешь ее. Давай. Так. Давай по точкам первую букву, буква М. Давай букву М, мама. Ксения, как вы это выдержали? Потому что это же нужно быть такой стойкой. Тут все понятно, посиденье на голове. Не знаю. Наверное, с Божьей помощью. По-другому не скажу, потому что очень тяжелые периоды были. Даже вот эти визиты к врачу, это нужна была помощь. Макс не ездил раньше один в машине. Мы даже брали няню на тот период, чтобы она мне помогала и дома. И высыпаться, потому что бессонная ночь, как типичная мама, да, новорожденного ребенка, все вот эти вот ночные кормления, ночные бдения. Было очень тяжело. У нас был период, когда у нас была помощница, да, именно вот для Макса, спасала меня. И ездили вместе, либо с сыном старшим. Ну, то есть кто-то обязательно был со мной, потому что он в машине, вот сидя в автокресле, лежа, полулежа, он плакал все время. А ехать почти 2 часа в одну сторону Святого Владимира достаточно далеко нам. Вообще мы был прошли. беспокойным? Я бы не сказала, типичный ребенок. Нет, обычно.
Ну, не так, чтобы там ночами плакал, не Ну, мог просто велосипедить. мы когда анализ генетики нам поставила, она сказала, что типа, Берегите поскольку у него горло. нарушение развития хрящевой ткани, у него там узкая воздушный проход там в горле, не помню, как называется. Вот, и чтобы он не плакал и не простывал. Иначе будет осложнение, придется ставить трахеостому. Да. Да, трахеостому поставить там любой врач там, за 10 минут ставит, а снять ее снять практически уже не невозможно. снимешь. Да. А это и отставание в речи, и в питании. Ну, и всё нет, они это. не говорят вообще с трахеостомой. Ну, там говорят кое-как. Нет, они говорят. Говорят, да? Кое-как. Воздух. Я считал, что не говорят. Ну, короче, снять ее практически невозможно. Наши Вот поэтому Макс, он чуть-чуть такой избалованный. Любой Да, там он чувствует. начинает нас, плакать сразу там. Все, что Он угодно, знает, что только ему- не да, плачь. Что ему плакать нельзя, да. Поэтому он Ну, такой сейчас-то уже улыбчивый. вам полегче, да. Макс, смотри, я думала, песок прилипает к полу, а он вот так вот двигается. Смотри. Ух ты. О, это неплохой песок, я Он хочу ты сказать. живой, Это тебе не что как ли? пластилин. Смотри, как Живой? яйцо цветное к тебе катится, 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 катится. Сейчас до тебя накатится. Поднимай ноги поднимай. Ноги поднимай, уже близко. Макс, близко. Лови. Не могу дотянуться. Ну, помоги. Ну, помоги. Ну, чуть-чуть осталось, не дотягиваешь. Мама Макс. не может, помоги. Не, ну, ножкой. Давай сюда. Ну, Макс, давай ножкой его. Ножкой. Ножкой. Выть. Это ручка. Ну, видишь, какое оно шустрое. Укатилось от тебя. О, Поймал. поймал. Молодец. Смотри, какое оно интересное. Видишь, с ним можно опять играть. Ой, какой умный песочек. Ребят, я знаю, что вы верующие люди, и вот как не разочароваться, как не начать, Ой, сейчас я расскажу. как не начать ругать Бога, за Как то, начать что- благодарить Бога за то, что- каждый прожитый день. Вот как? Когда тебе дают, вот я человек, наверное, слишком благодарный, да, может быть, вот поэтому мне легко. И у меня даже есть, кстати, вот сторис там актуальных, сохраненных. Меня тоже спросили, как, Ксюш, как вот ты вот не взроптала, да, на Бога, грубо говоря. Но я приняла Макса как дар. Это подарок. И когда я знала, что у меня завтра, да, после рождения его может не стать, а когда он есть, и на следующий день я так молилась, вы не знаете, как я молилась. И на следующий день, и я научилась благодарить Бога за каждый прожитый день. Это чудо, это счастье. Видеть его результат. Сегодня он меня просто в ответ так вот, ну, такие чудеса нам дает, да, за которые я просто, я не знаю, вот в трепете благодарю Бога. Спасибо, Господи, за каждый прожитый день. Это просто, ну, я научилась благодарить за все. Это, не знаю, у меня нет другой реакции. Да, ну, у меня мама верующая, бабушка очень наша молитвенница была, Царствие Небесное. И я, да, где-то там до средней школы я ходила в воскресную школу, потом пубертат, вот это все переходный возраст, я прям ушла от Бога. Не побоюсь этих слов, я прям вообще во все тяжкие там. Вот. И в 2014 году, в 2014 мы еще жили в Хабаровске, у меня была внематочная беременность, сделали операцию, я очень хотела ребенка. У меня старший сын от первого брака, у мужа тоже есть дочка от первого брака. И мы захотели вот совместных детей наконец-то. Вот первая беременность, она закончилась тем, что дали и забрали, как говорится, да. И очень тяжело было это переживать. Потом год нам сказали не беременеть, и последующие 2 года уже в Москве безрезультатных попыток. И я уже начала молиться. Господи, дашь мне ребенка, буду вот каждое воскресенье водить его в храм. Уже, знаете, вот Бог вернул к себе, наверное, так. Дима, мы ездили к Матронушке, там молились. И нам уже даже поставили диагноз бесплодия, мне уже отправили на ЭКО, и вот все на свете, да, потому что 2 года мы оба здоровы, мы все, анализы проходили, все хорошо, но нет и нет детей. Нам уже на ЭКО, и тут мы вот поехали, к Матроне мы много раз ездили. Вот, и я дала обещание Богу. Я сказала, если будет ребенок, я приведу его к тебе, Господи, прям обещаю. И вот, не знаю, да, каждое воскресенье мы ездим в храм, у нас дети причащаются обязательно, да. Вот Михаил у нас исполнилось 7 лет, теперь исповедь у нас, все. Это, да, уже Готовится по-взрослому, да. Макс пока на расслабоне, ему хорошо. Его в церкви уже узнают? Конечно, у него крестный отец, это батюшка, отец Сергий. Батюшка, да? Да, в Ясенево есть храм Петра и Павла, мы туда ходим почти все время, сколько мы живем в Москве, вот как появился Мишка, с появлением Михаила. Мише 7 лет. 7 лет ходим туда, в этот храм. Все нас там знают, конечно, наш приход. Отец Сергий, наш духовник, это прям сильный молитвенник. Наверное, здесь тоже есть свой вклад. Макс, а что ты в последнее время выучил? Отец Сергий тебя просил. Что ты выучил? А вот наши Женя пришла.
Даже читай надо, да будет твоя, Да приедет. да будет твоя, да будет твоя. Вы сами поменялись с ним? Сергей, вы скажите, вас ребенок поменял? Или Я нет? не знаю. Просто Я вот. отношусь к нему как к обычному ребенку. Ну, А вы- в исключении того, что он не может сам там ходить там, или, не знаю, водички налить не может из крана, там, в холодильник залезть. Все остальное, ну, Ну, то есть мы его не выделяем особенно. Да. Я говорю, он ходит в обычный садик с обычными детками. На самбо, вот так в окошко можно посмотреть, у нас здесь самбо, очень удобно. Здорово, Да. близко все. И он ходит с обычными детьми, то есть он прям вот, он за ними как бы не прям стремится, у него вот нету вот такого... Ну, я не могу. Он делает, как может. Мы делаем все по наитию, на самом деле. У нас нет Наитию. какого-то плана. Нет такого, Мы ага. видим, что так, нужно укреплять мышечный корсет. Где это можно делать? В бассейне. Окей, пошли в бассейн. Мы ходим здесь с открытия бассейна 3 года нон-стоп. Каждые 2 раза в неделю. Каждую неделю вот только болезни, либо наше отсутствие в Москве. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart. Хочешь, я разложу пошире тебе дорожку? Ты наоборот сейчас пойдешь, а ты от кровати, да. Вот оттуда лучше. Ага, покажешь, как умеешь. А то так мы только спину твою видим. Да, Макс, мы только попу видим. А развернуть Может, её тебя? перевернуть? Ох ты! Как здорово у тебя получается, Макс! Ой, ну ты Молодец. умница, умница. мне? Не хочешь пошла? Он уже устал. Да, в садике на этой неделе воспитатель и ассистент хвалил, что он сам заправлял свою постель. Ну, у них же там низкие кровати, Да. как раз в доступе. Что-то он там еще сам делал. Ну, короче, хвалят. В садике хвалят его. Молодец, что старается. Как он вообще контактирует с детьми в саду? Прекрасно. Да, Нет такого, он что там мы с любил. ним играть не будем? Мы когда приходим в садик, ну, обычно там дети, допустим, гуляют уже к 12 часам, шарик надуешь, ну, давай. Его все облепляют, коляску, прям, Макс пришел, Макс, его все очень рады видеть его всегда, да. Молодец. Вот это у тебя легкие. Опа! Держи. Был период, когда вот еще, вот я вспоминаю, к нам приезжали с суверенного начала. Это есть фонд бесплатной, кстати, помощи. Вот у меня даже есть рилс об этом, можно его Так. тоже использовать, если захотите. То есть деткам с какими-то ограничениями, они 2 раза в неделю бесплатно приезжают, помогают, адаптируют среду под ребенка. Я не Макс, умею. ты отжиматься умеешь? Да, вот смотрите. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодец! Мужик! Слушай, ну молодец. Макс, а ты можешь показать, как ты это вот так вот наклоны делаешь? 1, 2, 3. Вот как шею качать Миша сейчас покажет. Он же тоже ходил на самбо. Вот это упражнение папа хотел. Прекрасно. Ай, вообще, прекрасно. молодец. Какой молодец, Шею покачал. а. Шею Молодец. прокачал. Ну, на коленках ты... Наоборот шею качать, да? Давайте Это немножко. мостик, что ли, ты умеешь Ну, делать? типа того там. Так они на мостике шею качают, короче, там вообще. А, Вот он делает как. Да, молодец, молодец. молодец. Ну, это шок, как он ныряет. Я просто видела, как вы его кидаете. Он вот это вот под воду Да, идет. да, и он еще, да. И просто У него хватает даже дыхания проплыть весь бассейн детский. Весь да, бассейн да, он проплывает проплывает? от бортика до бортика. То есть, все, есть у него все не зря. дыхалка. Да, Ну, да. развилось, да. Все Легкие развились, да, и грудная мышечный клетка корсет развилась. неплохой. То есть мы вот были не так давно у нашего ортопеда, который Он нас его гипсовал. Макс побил врача. Он дрался, он не давал себя посмотреть, но он боялся. Он понял, что это та больница, где мы гипсовались, еще на выходе из машины на улице. Он плакал. Он не хотел: мам, домой, давай домой, мама, поехали домой, я не хочу. Боялся, он помнит. Хотя мы не были там 3 года почти. Ну, там, может, 1 раз заехали.
Да, он помнил, он на приеме, мы не могли с него футболку снять, он дрался, орал там. Даже кусался. Врачу, да, не давал. Вот сейчас расскажите мне про сад. Как так получилось, что вы пошли в обычный сад? Мы хотели сначала в садик с Ну, английским вот языком. Я поэтому, да, удивилась. Что... Нам сказали, ой, ребят, нет, у нас садик, извините, не приспособлен для особенных детей. Мы пошли в следующий, там сказали, приводите, посмотрим. Я говорю, Так. класс, берем. Мы пришли, мы ходили туда, наверное, год, там очень хороший педагог, мы с ней прям подружились, Макс ее прям очень любит, до сих пор встречаем, ну, как знакомые, хорошие, общаемся. Походили мы где-то год, это ему, получается, год и 8 мы начали. До 3 лет мы походили по частным садикам. Прекрасно. Ну, Макс был мамсиком. Он меня не выпускал даже на эти 2 часа. Я так мечтала в спортзал убежать на это время. Он был в соседней двери, Понятно, понимаете? как любая мама. Да. И в 3 года наша очередь дошла до обычного садика, госсадика. Мы туда пришли. Мы были готовы к тому, что нужно сделать ЦПМПК. Это комиссия, которая предоставляет, ну, по результатам которой ребенку назначается психолог, логопед, допустим, да, еще какие-то специалисты. В нашем случае это ассистент. Тьютор в школе называется, в садике ассистент. Ассистент, который будет помогать Максиму в садике сходить в туалет, посадить его за стол, помыть руки. Остальное он делает сам. Ест сам, спит сам, там, я не знаю, там, передвигается сам, по группе сам. Больше, ну, ходит сам, да. Да, хотя ожидали, что там будет прям, нужно прям полностью с ребенком. Нет, он справляется прекрасно. Он бегает с остальными детьми наравне, то есть играет вообще, да. Сейчас в группе вообще 40 детей, ну, ходит там 30, допустим. При этом все нормально. Первые 2 месяца мы пришли с этим ЦПМПК к заведующей. Она говорит, у нас, к сожалению, нет такой вакансии, но мы ее откроем под ребенка. Открывается вакансия, 2 месяца мы искали специалиста, и я сидела с ребенком в садике. Я была ассистентом 2 месяца, но я работаю с телефоном, мне это, в принципе, было решаемо. Пришел специалист, чудесная женщина, мы ее до сих пор очень любим, ценим, общаемся с ней. И она стала первым ассистентом в саду у Макса, и все прекрасно. Что делает ассистент? Сопровождает ребенка в садик. То есть просто находится рядом с ним. Первое время боялись, его там оберегали, то есть вот там от других детей ограждали, потому что дети бегают, могут толкнуть, Макс упадет, не дай бог, там у нас особенности шеи, там, да. Но на самом деле все это прошло, все эти страхи. Ребенок прекрасно адаптирован в саду, у него есть также занятия с логопедом, с психологом и дефектологом и ассистент в группе. Все прекрасно. И он ходит на весь день. Ну, то есть я его только единственное привожу после бассейна, там в некоторые дни в 12 часов. А так он там с утра до вечера, как обычный ребенок. Как вы его воспитываете, чтобы он не чувствовал, что он какой-то особенный, что он отличается от других? А мы не относимся или наоборот? к особенному. Нет, вы к нему не Нет, относитесь вообще как? он знает, что он отличается от других. Потому он что знает. он уже иногда спрашивает. Там, типа, когда мы поедем к врачу, мне там ноги лечить. Там, или что-то то есть такое. он уже задумывается. Да, он уже понимает. Да. Но пока что, ну, не знаю, что будет там в 16 лет или там. Да. Вот, но пока что он воспринимает себя как бы, ну, таким, как он есть. То есть его воспринимает себя полноценным человеком, грубо говоря. Там, полноценным членом общества, там, семьи, там, общества в детском саду там, или на тренировке, там, на самбо. То есть никаких проблем у него нету. Что ты заказал у Деда Мороза? Машинку красную. Хочешь красную машину пожарную? Нет. Просто красную. Пульта. Гоночную? Да, и пульта. Ребят, какой Макс по характеру вообще? Сначала ощущение, что он такой жизнерадостный всегда. Сначала я бы сказала, что у него тяжелый характер в плане того, что ему нужно больше времени на все. То есть привыкать к людям, к новому, ему больше времени. То есть этот ребенок точно научил меня терпению. И окружающих, наверное, да. То есть, ну, тренерам, допустим, если он начинает заниматься, то, ну, с новым тренером ему будет, наверное, невозможно, скорее, тяжело очень заниматься. Он привыкает к людям, но привыкает уже так, что, ну, как бы, наверное, даже до этапа вот любви. То есть настолько он любит человека, с которым он работает, с которым он там занимается или там в садик ходит, или в бассейн к тренеру и так далее. То есть у него такой вот, если он
с человеком находит контакт, то это уже очень хороший контакт. То есть здесь Макс, он такой дружелюбный в этом плане, да. То есть он очень ценит дружбу у него. Поскольку Максиму уже 4 года, Так. и он скоро пойдет на робототехнику, наверное, со следующего года. на шагу тогда. А ему нужен будет свой компьютер. Ага. Вот я тут. Это что? Это компьютер? Да, это такой маленький компьютер, правда, я монитор еще не подобрал. Вот. В процессе Да, в процессе, Это вы да. сделали его... Ну нет, конечно. Нет, Это я да? вот там просто купил там. А как позаписал. он работает вообще? В чем? Ну, все, Это системный вот. блок. Это как системный, Системный блок. блок. Просто так же там включаешь в розетку, нажимаешь эту кнопку, как обычно, ну и все. И изображение выводится в монитор. Монитора еще пока нет. сделать. Да, я чтобы хочу не вот занимать вот место. это- Подвесной монитор. Это монитор. Нет, Нет. это компьютер. Вот Это сюда все системный блок. подключается. Все. Вот это, ну, просто для красоты. Да. Вот, маленького размера, вот, подходит к столу. В принципе, да. А монитор я хочу повесить на стену, потому что как бы стандартные мониторы, они занимают полстола максимум. Да, Стол маленький, да. и А это... Покажи. Микроразмер. Тоже. Да, это твое, это ждет своего Вот. часа. Слушайте, как да, интересно. это вот Я хочу Мы попотить. искали маленькую. Я хочу попотить. Микро клавиатура, чтобы влазил. Да, сначала я купил вот такую, понял, что это вообще Ну, какой-то она ерунда. не калькулятор. Да, Она да. очень маленькая. Все, да. вот это вот. А, всё. вот сюда по размеру она подходит. Да, вот это все Так. будет тут валяться у него. Всё. Макс, как удобно у тебя тут все под рукой. Монитор а. на стену прикрутим какой-нибудь плоский надо найти. Самый плоский, самый Так. недостаточного размера. Ну и все. Будет И вот- учиться. и Потом вот- в школу пойдет. А мама, я Будет забыла. программистом, как папа. Я думаю, что точно будет программистом. А у меня соседки. Ребят, вот с рождением Макса сколько, ну, появились ли у вас ограничения какие-то? Вот какие-то ограничения, какие-то вот что-то вот Мы потеряли? очень любим путешествовать. И мы путешествуем всегда и везде, и с ним в том числе. То есть там буквально, там, не знаю, с рождения. Ну, там, полгода, может, выждали. И мы уже были и в Турции. Где были? Мы были Расскажите, в где вы Турции, с ним пожили по 2 месяца, 2 года подряд. Мы уезжали, но там мы ездили либо исключительно для того, чтобы плавать. Там и море, и Да, бассейн. да. Снимали там квартиру и жили прекрасно. Прям он там хорошо тоже развивал себя. В этом году мы не потянули Турцию, мы поехали в Сочи на месяц только. Тоже нашли дом с бассейном, и он там прям превосходно. И там он прям скачок в развитии тоже получил. Он там вот эти вот видео из бассейна, это как раз вот из Сочи, да. Это вот где он прыгал со старшими братьями, баловался в воде, игрался, и ну классно все. Вот, то есть На машине много на ездил. машине по Золотому кольцу Москвы мы проехали. В Карелию В ездили. Карелии там. были, да. На машине. Да, 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 да. мы путешественники. Питер, там, Валдай, там. Ярославль, ну, все вот эти вот города. А бывает такое, что его обижают, и прям вот, может быть, у тебя там, я не знаю, прям тебе было плохо от того, что... Нет, знаете, его не обидеть. Во-первых, у него такая крепость сзади, Ну да, да, за спиной. Да. Мама, папа, братья, у него старшие братья прекрасные. Дима у нас никого в обиду не даст. Не было таких случаев, но как бы мы поступили. Бывают обидные, не обидные даже, бывают злые комментарии, да, и вот в блоге, да, под видео там попадаются какие-то. Но меня в первую очередь это веселит, потому что, ну, как бы это не смешно, это не соответствует реальности, да, то, что там пишут, там, у вас ребенок там тонет, а не плывет, допустим, да. да. Но это смешно, потому что мы-то знаем истину, и как можно обижаться на то, что, как бы, ну, как бы, когда человеку говорят, что он красивый, а ему говорят, что он некрасивый, что он обидится, нет, конечно, он же знает, что он красивый. Вот. Так же и здесь. И жалко людей, которые вот свой негатив, свои какие-то беды, обиды, я не знаю, боль свою какую-то вот вымещают, но на более слабых для них. А тут человек не слабее, на самом деле. Тут он духовно сильнее, он морально сильнее. Да, он физически, может быть, отличается, может быть, да, он там в поединке он не победит. Но тут Хитростью возьмет. интеллектом возьмет. Его массой, а он интеллектом, понимаете? Сколько тебе лет, Миш? 7. 7 лет. Ты ходишь в детский сад или ты уже пошел в школу? Детский сад. Миша, ты помнишь, когда родился Макс? Не помнишь? Ну, хотя ему 4, да, все равно. Когда ты с ним уже начал играть, с Максимом? Да с ним и так тяжело играть. Ну, мало понимаешь его язык. Так. Во-вторых, все, ну, невозможно с ним нормально поиграть, Почему? потому что он хочет много чего по-своему. По-своему, да? Да. А еще когда
у меня появляется новая игрушка, он у меня ее начинает выпрашивать. Вот, конечно, есть минусы, да, брата? Так-то был один, и все было тебе. Ну да. Да? А какой он по характеру, расскажи мне. Но у него всегда бывает разный характер. Вредный, грустный, веселый, ну, хороший. Угу. Ну, то есть у него разное настроение. Да. А какой у тебя характер? У меня я часто грустный. А почему ты грустишь? Потому что, ну, я сам не знаю почему, ну, первое, то, что давно не проходит моя подружка. Так. Во-вторых, ну, а во всех остальных я не знаю уже. А какое у вас, скажи, самое любимое занятие в семье любите Ну, у нас делать? нет именно одного любимого семейного дела. Так. Папа увлекается у нас компьютерами. Я очень сильно люблю Лего. Так. Потом Максим любит машинки. А мама работает блогером, а еще Ты можешь продолжить? Что для тебя значит семья? что рядом есть люди, которые тебя уважают. Каким вы видите будущее Макса? И вообще, какой у вас есть, и есть ли план? Вот хорошо, сейчас вы его оставили в покое, ничего не делаете. Что дальше вы бы хотели? Ну, давайте вот какие-то свои самые сумасшедшие мечты. Расскажите про них. Конечно, я бы хотела, чтобы Максим ходил своими ногами. Наверное, это было в какой-то момент целью моей жизни, да, вот в ближайшем обозримом будущем. Но в какой-то момент я отпустила эту цель. Отпустила, и я доверяюсь сыну. То есть он сделает так, как ему надо, а мы поможем. Как будет? Он будет ему удобно. Я вообще в какой-то момент сказала, да он будет у нас как Карлсон, у него будет какой-нибудь винт, он будет летать над другим, понимаете, одноклассниками в классе, еще будут завидовать, понимаете? Во-первых, не стоят технологии, медицина на месте не стоит, мы надеемся, да, все равно. А как он будет? Ему виднее. Он знает сам лучше как. Мы только будем рядом, и все, поможем и поддержим. То есть я уже не ставлю первой целью, чтобы он... Как он... Я говорю, он каждый раз показывает себя с таких сторон неожиданных, необычных, радостных. Мы доверяемся ему. Есть, ну, как бы... Тут человек знает, зачем он пришел, а мы просто рядом. Что отличает этого ребенка, Светлана Фридриховна? Глубокий, да, вот Мальчик такой. недавно ехала с своей младшей, ездили в поликлинику, тоже глазки лечим. И женщина мне встретилась в автобусе, тоже искала эту поликлинику детскую. А я еще посмотрела на мальчика в коляске. Господи, как на нашего Максима похож. Вот такие же черные глаза. А в глазах вот это не боль. Это я не знаю, это что-то вот, наверное, что-то больше. А потом, когда мы вот разговорились с этой женщиной, я смотрю, у него левая ручка не работает. Ножка. То есть ребенок тоже инвалид. Вот у них другие глаза. Я не знаю почему. Ну, То есть Максим отличается? Отличается, да, детей. У него или взрослый какой-то взгляд такой. Я даже не знаю, как. Ну да, другой ребенок. Да. Редко он бывает, Да, когда в плохом настроении. Если у него плохое настроение, значит, что-то его чисто физически беспокоит. Ну, боль какая-то, Да, еще что-то. да. А так, чтобы проснуться и с перепугу с какого-то быть в плохом настроении, не бывает. Он у нас всегда. И он контактный очень. Сейчас вот смотрю, он с детьми прям запросто. Да. У меня все те внуки, которые старшие, они обожают его. И он даже, вот, начиная с 12-летнего, он у меня старший. Да. Он со всеми общий язык находит, и игры, и как-то без всякой ругани, так спокойненько всегда. То есть у него нет вот этого барьера, который там между детьми как-то бывает, что если что-то не так, то это... Светлана Фридриховна, вы могли бы представить, что его могло бы не быть? Сейчас уже нет. Да, жизнь. Да, сейчас уже нет, потому что, ну, он прям вот, он наш. И у него желание есть все время. Вот самое главное Самое заниматься. Я главное, говорю, да. сидит, если вот что-то он прихватил, ему показали новое, например, рисовать что-то. Можно целый день не заглядывать, чем ребенок занимается. То есть он будет... Сидит и вот сам себе рисует. Или вот новая игрушка, он новую игрушку может день вот сидеть сам с собой, сидеть, заниматься, играть. Да. В общем, радость ваша. Да. Он мой крестник, то есть почти сыночек. Ребят, скажите, есть надежда, что он может встать на ноги? Вы же Теперь наверняка- есть. Вы же наверняка уже там проштудировали столько литературы. Надежда есть всегда. По рентгенам нет, все плохо. по рентгену. По рентгенам врачи говорят, ребят,
не трогайте. Ну, то есть там не поможешь. И там нет вообще перспектив. То есть там все настолько вот не в суставы, не на местах. Там как бы даже если он встанет, он может сломать себе сустав, грубо Да. говоря. То есть больше навредить. Но здесь мы доверяемся ребенку. То есть мы вот ездили к нашему ортопеду, который его гипсовал. Он когда увидел, что Макс встал на колени, первую тренировку мы пошли с ним за руку. Да-да-да. На первой тренировке я его провела за руку, на второй он сам встал, за батарею поднялся и пошел. На третьей он просто шел сам на коленях. Когда ортопед это увидел, он говорит, мы не ожидали от него этого. Это, говорит, ну, типа, есть, это надежда. Это, говорит, ну, прям, возможно, что-то там можно сделать. А я надеюсь, все-таки какие-то технические средства, Да. которые появятся. Экзоскелеты, в конце концов. Экзоскелеты там, не знаю. Как в «Черепашках ниндзя» был Крэнк, который Кстати. в животе Слушайте, у огромного нас робота. фантазия богатая, боже, вообще главное, чтобы Макс захотел. Да. Почему нет? Я думаю, что Сейчас всё экзоскелеты, будет потом нормально. костюмы какие-то Главное- для ДЦПшников в Германии. Я вот вчера буквально видела, когда человек говорит, почему такие технологии, господи. Через 5-10 лет, когда ему действительно нужны будут ноги, там будет все уже. Слушай, главное сейчас не в ноги вкладываться, у него, А в голову. да, в интеллектуальное развитие. Вот что вы вкладываете в понятие чудо? Вот чудо для вас это что? Каждый день. Каждый день это чудо. Потому что я говорю, всю беременность мне говорят, что ребенок не будет жить. И каждый прожитый день для меня чудо. И для меня лично чудо. А я это, в чудеса не верю. Ну так, да? А я просто живу. Вот как не сломаться? Как не упасть? Как не упасть именно духом, да? Надо уметь ценить то, что ты имеешь, и благодарить. Все, больше ничего не нужно. Ценить и благодарить. Ребят, я верю, что у вас все будет хорошо, потому что вы команда. Это самое главное, что вы друг с другом, вы очень много уже пережили, поэтому теперь вы будете только блага получать уже. Все уже, хватит. Да, Разных приключений. приключений, преодолений, я думаю, что да. Хочу вам пожелать еще родить девочку обязательно в ближайшее время. Спасибо. Чтобы у вас вообще все в вашей жизни было замечательно. Ну и Макса только лелеять, растить и радоваться, что у вас есть такой сын прекрасный.